Фрик-душик, понимаете? Просто за что? Что это вообще такое? Очень низкобюджетно. Всем привет, с вами Наташа Берсик, и это видео, где мы с вами будем обсуждать новости Monster High. Я припозднилась с выпуском, грешна, накопилось очень много новостей, и поэтому этот выпуск будет очень насыщенный, поэтому подготавливайте чай, вкусняшки, пристегивайте ремни и погнали! Начнем мы сегодня с Сан-Диего Комик-Кон, на котором в этом году присутствовал бренд Monster High и даже праздновал свой 13-летний юбилей. Отдельное внимание на Комик-Коне было уделено коллекции Фрик-душик, потому что Дракулаура в этом году стала эксклюзивом и примкнула к этой коллекции. Саму куклу обсудим чуть позже, а пока давайте посмотрим на стенды с куклами. На полке с коллекцией Фрик-душик почему-то не хватает Твайлы. На стенде с надписью «13 лет» представили кукол первого поколения, видимо, чтобы побередить душу, и особенно прекрасно они смотрятся на контрасте со стендом с куклами третьего поколения, где по большей части все яркое и игровое. И забавно, что на Комик-Коне даже нет намека на второе поколение, как будто им самим стыдно за это временное помутнение. Далее стенд со сколлекторами, он очень минималистичный, куклы стоят на черном фоне. Лично мне больше нравится, как сколлекторы смотрятся в коробке, так атмосфернее, что ли. Также на Комик-Коне можно было раздобыть значки в честь 13-летия бренда, также с логотипом цирковой Дракулауры и значки в виде героинь Monster High. Причем последние даже продаются по $15 на сайте Little Shop Pins. Видно, что значки очень качественные и образы первого поколения самые любимые. Ну и давайте перейдем к Дракулауре, которую представили на выставке как эксклюзив от бренда Monster High, как в старые добрые. И это Дракулаура Фрик-душик. Фрик-душик, понимаете? Это одна из моих самых любимых коллекций. И еще арты кукол первого поколения на коробке. В общем, они знают, за какие ниточки фанатской души потянуть. Ну а кукла предстает перед нами в образе акробатки летучей мыши. В коробке она даже висит вниз головой, как настоящая летучая мышь. Ее образ очень экстравагантный и, я бы сказала, насыщенный. Для многих даже слишком. Бедную Дракулауру даже сравнивают со свиньей Розитой из Зверополиса. Видимо, из-за шапочки с ушами. Но лично мне образ понравился. В нем так много интересных деталей. На ее обуви каблуки в форме рук. Отдельно хочу отметить ее необычный цирковой макияж с сердечками на щеках. Кстати, из-за сердечек ее сравнивают с Нюшей из «Смешариков». Очень интересно послушать ваше мнение, понравилась кукла или нет, получилось заказать или нет. Я заказала, и я этому очень рада. Я рада пополнению коллекции Фрик-душик. И, кстати, подписывайтесь на телеграм-канал, потому что важные новости про Monster High там появляются быстрее. Теперь давайте поболтаем о коллекции Skull Ultimate Secrets Neon Frights. И сначала в сети появился совместный арт героинь, где мы увидели, что куклы представлены в сапогах, в толстовках с ушками. И радует, что у Торы каре с черными прядками, прям канонично. И теперь давайте сравним ожидания и реальность. Начнем с Твайлы. На промо-фото она очень даже симпатичная, мрачная, и ей так идет темная помада. Кстати, вторая обувь у кукол все же имеется, а то сапоги как-то поднадоели. Ну а теперь живое фото с пугающим взглядом и очень странной челкой. На других фото лицо и макияж смотрятся чуть лучше, но вот челка действительно очень редкая, плоская, в отличие от того же прототипа. И еще интересный нюанс. В комплекте с ней наушники с шумоподавлением, так как из-за расстройства аутистического спектра ее пугают громкие звуки. Еще стало известно, что сапоги куклы светятся в темноте, но мне не нравится, как выглядит цвет в их обычном состоянии. Далее Дракулаура, которая держит в руках ноутбук, и вкусняшки в стиле палочек Поки. На промо она мне понравилась, и то, что ее образ разбавили желтым цветом. В принципе, так делали и раньше, но вживую это тихий ужас. То ли из-за помады, или в целом из-за сочетания цветов. Она производит какое-то отталкивающее впечатление. Ушки на капюшоне выглядят так дешево, как будто сделаны из бумаги. А эта маска будет приходить ко мне в страшных снах. Кстати, на ноутбуке Дракулауры включена дорама с ней и с Клодом в главных ролях. А в окошке изображение ее мамы. Кстати, о мамах. На Бусти на меня подписалась новая фэшн-долл под ником «Мама твоя». Ну, привет! И еще приветствую новеньких и Клэр, и Сашу Хмелевскую. Кстати, на Бусти будут разыграны все LOL Sunshine из дайджеста, так что подписывайтесь, если хотите поддержать канал и добавить солнышко в свою жизнь.
А мы возвращаемся к Дракулауре, точнее к ее локеру, и на внутренней стенке ее шкафчика мы обнаруживаем кусочек портрета, который ранее шел в комплекте с Дракулаурой Art Class. И как раз у той куклы желтый цвет в образе смотрелся органично. Далее Гулия. И, пожалуй, она первая кукла коллекции, которая выглядит эффектно и на промо, и в реальности. За исключением одного нюанса, она люто разноцветная и очень далека от своей привычной цветовой схемы. Но коллекция заявлена как неоновая, и в ней хотя бы есть неон, что сложно сказать о других куклах коллекции. В общем, мне в целом понравилось. А еще у нее кроксы с прикольными джибицами. У Торрелей пока что есть только нечеткие промо-фото, но она действительно с каре и очень органичная по цветам. Хотя, опять же, по-моему, она совсем не неоновая, несмотря на название коллекции. И пока это видео было в монтаже, появились живые фото этой Торы. Вопрос: как волосы стали такими длинными? Да, на промо-фото удлиненная каре, но не до пояса же. На глазах у Торы огненный мейк, а уши на капюшоне родные, виниловые, в отличие от остальных кукол. Ну а Фрэнки, напротив, будет яркой, разноцветной и с выбритым розовым виском. Напишите в комментариях, как вам эта новая серия кукол и оправдались ли ваши ожидания. Лично я думала, что неоновая серия будет более неоновой и более гармоничной по цветам и образам, потому что предыдущие серии с Ultimate Secrets были очень даже неплохими. В сети появились фотографии новой Клео Fabulous Pets, и, по-моему, она стала еще более похожей на Неферу. Просто за что? Я и так постоянно оговариваюсь и путаю их. В комплекте с этой куклой щенок Анубис тут, и, как мы предполагали ранее, вернулась кобра Хисета. Только на этот раз она предстала во всей своей длине и даже красиво обвивает тело хозяйки. Судя по пакетикам, Клео отправилась со своими питомцами на шопинг. Кукле очень идет челка, высокий хвост, а еще меня умиляет селфи-палка, которая идет в комплекте. У нее окантовка в виде черепка Monster High. Также в этой коллекции выйдет Клодин и Дракулаура в общем сете. Они устраивают чаепитие со своими питомцами, смотрятся очень миленько, хотя непосвященному человеку может показаться, что они собираются их отравить. Судя по бутылочке с черепком, Дракулаура в своей стандартной цветовой гамме, в кофте с рукавами-крыльями летучей мышки. Ну а Клодин на спортивном стиле, в леопардовых велосипедках и топе. Милый игровой сет, но хотелось бы разнообразить персонажей. Дракулауры так очень много. 16 июня, то есть уже достаточно давно, состоялись продажи Cleo Hunt Couture Midnight Runway, а 14 июня была ранняя продажа для членов клуба. Но, несмотря на свое членство, я не воспользовалась этой возможностью, так как кукла меня не зацепила. Это та самая Клео в маске Анубиса, которая была представлена вместе с Фрэнки и Спектрой. Даже на промо у нее кривая печать. И кажется, эта особенность перекочевала в реальность для многих кукол. Коробка красивая, золотые узоры действительно классно смотрится на черном фоне. Чего не скажешь про задник. Мне кажется, кукла на нем не смотрится. Можно смело распаковывать. В принципе, вне коробки, в маске, она мне даже нравится. Но не до такой степени, чтобы селить в коллекции. Интересно послушать ваше мнение и кто из вас стал ее в итоге приобретать. Новый выпуск Фрэнкенштейн называется Amped Up, то есть заряженная энергией. Кажется, ее сапоги мы ранее видели в сливах, и они похожи на ортопедические фиксаторы для ног. В целом образ куклы очень яркий, эксцентричный, но для меня слишком олиповатый и игровой. Но тут надо отметить, что я в целом не фанат новой Фрэнки. В комплекте с куклой синтезатор, и она заряжена энергией на выступление. На живых фото у нее проблемы с шеей, про нее словно забыли при сборке, просто как будто ее нет. И просто ради контраста сравните куклу с официальным артом. Как говорится в соцсетях, в жизни. Кстати, появился анонс, что осенью выйдет некая коллекционная Фрэнки. Но по опыту вышедших кутюрок Фрэнки, даже коллекционная обертка вряд ли влюбит меня в новую Фрэнки. А у вас как? Заинтригованы новинкой? Помните лагуну Блю в платье с медузами? Она, наконец, доступна к предзаказу по цене $39.99. Эта кукла называется Fancy и является эксклюзивом сайта Entertainment Earth, на котором она и появилась впервые. И, скорее всего, то фото было размещено по ошибке вместо лагуны Spa Day. Теперь доступны фотографии куклы в коробке, и в сочетании все это выглядит еще более ярко и олиповато. Кстати, обратите внимание, что черепки Monster High на этой коробке в виде медуз. И еще стало
стало известно, что над этой куклой работала моя любимая Ребекка Шипман, и даже показали прототип головы. Мне обычно нравится творчество Ребекки, но в этот раз мне не зашло буйство красок еще и на пыльно-розовом скинтоне новой лагуны. Кстати, такой макияж теперь можно сделать и самой себе, причем косметикой Monster High из игрового набора Frankenstein Light Up Beauty Studio. В комплекте тени, бальзамы, румяна, лак для ногтей, тату, краски для волос, но самое прикольное – это подставка для смартфона и светодиодное кольцо для съемки монструозных видео и селфи. И это еще не все бьюти-новинки Monster High. На полках магазинов появился Ghoulish Glam Nail Salon. В общем, набор для дизайна ногтей в стиле Monster High. И забавно, что эта ногтевая студия создает некий разноцветный туман. Magic Mixes на минималках. Было бы интересно посмотреть на это вживую. Ожидается выход коллекции под названием Scare a Dice Island, в которой, скорее всего, будет выпущен хит Burns. Да-да, с нетерпением ждем куклу Хита, похожего на Файра из фиксиков. Также ожидается выход кукол Мелодии и Персефоны, Венеры и Кэти Нуар. В последнее как-то слабо верится, но давайте надеяться на лучшее. И, кстати, по слухам, Кэти Нуар будет выпущена на пышном теле. А еще на сайте Toy Biz промелькнули предзаказы Скелеты и Клодин Хаулидей. Что это вообще такое? Нет никаких фотографий, и при этом тираж предзаказов очень быстро раскупили. Лично я очень жду новогодних дамочек, срочно продавайте еще. Ну и самый интересный анонс. Какая-то коллекционная кукла будет продаваться 9 августа на сайте Mattel Creations. Скорее всего, это Spectra Hunt Couture, но может быть и что-то другое. Как появится точная информация, я сразу же опубликую ее в телеграм-канале. Поэтому подписывайтесь. Ссылка, как всегда, есть в описании. И точная информация уже появилась, и удивительно, что это не Спектра, а новая кукла из серии Сколлектор в образе куклы Аннабель. Пока есть только интригующее фото со спины с запиской «Miss Me», как в фильме. Как только появятся более подробные фото, я опубликую их в телеграм-канале. Ну а пока давайте обсудим, какие у вас ожидания. Я думаю, это будет не так пугающе, как хотелось бы. В ассортименте бренда Hot Topic появляется все больше мерча по Monster High. И это рюкзаки в стиле главных героинь. Их вид вдохновлен непосредственно базовыми образами кукол. У Дракулауры рюкзак дополнен крыльями летучей мыши, а у Клодин – волчьими ушками. Но меня больше порадовал бомбер в стиле Monster High. Он выглядит довольно стильно, и вообще здорово примерить на себя роль ученика школы монстров. Также среди новинок пуловер с артами персонажей, черно-розовое платье в стиле Дракулауры, спортивный костюм, кошельки в виде черепков разных персонажей, ресницы, палетка теней, ремень, бальзам для губ. А еще появилось живое фото расчески Monster High. Она оказалась не очень большой и настоящей, а не пластиковой имитацией расчески для кукол. И совсем свежая новость. Компания Hallmark выпустила новогодние игрушки по аналогии с игрушками в виде кукол Барби. И это игрушки в виде Дракулауры, которая держит в руках свой смартфон, и игрушка в виде Клодин Вульф. Обе героини в своих обновленных образах третьего поколения. Друзья, осенью нас ожидает премьера второй части мюзикла Monster High, где Торелей Страйп будет главной злодейкой. И, согласно истории, она год проучилась в Скориже, поэтому еще не знакома с Клодин. И если мое воодушевление по поводу второй части было с ноткой сарказма, то сейчас без шуток хочу сказать, что на роль Торелей подобрали очень подходящую актрису. Но, конечно, сам мюзикл, его тизеры, спецэффекты все еще выглядят очень низкобюджетно. Ну и на сегодня это все новости. Их было достаточно много. Я с нетерпением жду ваше мнение в комментариях. Какие новинки вам понравились? Можете, кстати, как в дайджесте, оставлять минуту и секунду. В общем, давайте обсуждать. Я желаю всем нам в скорейшем времени еще больше крутых новинок Monster High. Классную куклу на 9 августа. Ставьте лайки, если вам нравится эта рубрика. Всем желаю хорошего настроения и до встречи в новых видео. И всем пока-пока!